Анжела Сидорова. Вячеслав, знаете, недавно поняла, что хочу научиться писать как мужчина. Меня радует, когда мои работы выбирают мужчины. И все пыталась понять логику мужчин по этим работам. И глядя на ваши, понимаю, это мужские работы. А некоторые смотришь и понимаешь, женские. Мужские мне нравятся больше. Ну, я бы так не делила, Анжела. В искусстве нет. Мужчина играет на рояле, например, или поет. Женщина. Это все равно проявление ян. Такая потенциальность такая, которая наружу проявляет себя. Независимо от пола, как мне кажется. Ну, Серебрякова, Вера Мухина, Маризо и так далее. Вы же сами можете продолжать эту плеяду великолепных художников. Нет мужской живописи или женской. Есть просто живопись, есть качество, есть посыл, есть энергия мазка, композиции. Я был недавно в мастерской Юрия Калюты. Там очень много девушек пишут волшебно просто. Никогда не скажешь, что это девушка пишет или мужчина. Не поймешь никогда. Академия, мощность и тонкость, видение тона великолепно. Если вы ищете какую-то логику, это все-таки некоторая бесшабашность, некоторая наглость. В живописи мне нравится очень, когда работа харизматична. Она настолько, вот чтобы сшибала просто вот все привычные представления. Ну, мне это нравится. То есть видишь, что это вроде бы самовар, но написано так, что это совсем и не самовар, а просто набор цвета, набор пятен. И из них сложено такое. Мне очень нравится, когда работа друзей или известных художников, они немного в сторону, немного вкривь. Один художник, мне подарили американскую книгу на английском языке, я благодаря ей изучаю язык, читаю. Там написал художник о том, что не пишите пейзаж, он о пейзаже говорил, но таким красивым, как вы его видите. Пишите то, что в вас отклик. Пишите чувства, что вы чувствуете, глядя на этот красивый пейзаж. Какие красивые слова. Писать чувства не так просто. Во-первых, оно должно быть, а второе, нужно много работать, просто много делать экспериментов, чтобы почувствовать, написать отношение к тому, что мы видим. Естественно, на фундаменте, на жестком или полужестком фундаменте. Но я имею в виду композицию, чувствовать ее надо, понимать. Цвет, тональное отношение, ну вы все знаете. Я как-то, будучи в Америке, тоже произнес женская живопись, мужская живопись. На меня, в общем-то, так посмотрели с обидой, потому что там вот это очень сильно развито. Ну, дискриминация женщин в любых случаях они отстаивают. Нет никакого деления на мужское, женское, там, руку не подают, по-моему, женщине, которая выходит из автобуса, потому что это ее как бы унижает, ее равные возможности. Ну, может быть, я не прав, подскажите. Наутика. Мне кажется, можно желать крепкие, небольшие этюды, наподобие, как ту девушку рисуете. А кому надо большой формат, сделать из этого качественный большой принт. Можно в технике жикле поверх маслом пройтись, потому что на большом формате неизбежно что-то исчезнет. А так все будет сохранено, и запах масла тоже. Хорошая идея, наутика, гениальная. Можно специально для выставки напечатать несколько принтов больших размеров с работ, которые там 30 на 40. Хорошая идея. По крайней мере, если кто-то захочет мои наброски в увеличенном виде, это можно сделать на принтах, это не будет дорого стоить. Ну, точнее, можно будет сделать принты, да, правильно так сказать. Елена Тургенева. Слава, как вы относитесь к этюдам на планшете? Да, хорошо отношусь. Да все средства хороши. Хоть окурком Репин рисовал, когда не было у него карандашей, отобрали врачи. Планшет даже лучше, чем окурок. Там цвета есть. Ну, понятно, что это все такое цифровое, не очень живое. Но если вы приспособились, я видел одного парня, который очень хорошо рисует. Он приходил на наброски с планшетом, такой большой у него, А3,
по-моему. Ну, или, я не знаю, или А4. Ну, какой-то сильно большой. И он прям там вот этим стилусом вот, стилизовал все. Главное же не что, чем, а как. Для меня это самое главное. Как ты это делаешь? Людмила Володина. Законы большого формата. А можно поподробнее? И как бы нагло нарушить эти законы. Очень уж хочется совместить несовместимое. Ну, речь была о том, что маленький этюд нельзя просто так вот буквально перенести на большой формат, и чтобы все это вот оживало. Если ты пишешь, например, мотив какой-то, там все равно больше нужно деталей вносить, потому что, ну, к примеру, вот мы говорим с вами там с человеком на расстоянии там, я не знаю, 3 метров, да нет, даже метра друг от друга, мы говорим нормально. Если тот человек будет стоять в зале, в зрительном, нужно ему до него докричаться, поэтому артисты со сцены говорят громко, чтобы все слышали на галерке. То есть текст тот же, а закон немножко изменяется. Учитывать нужно формат зала, большого помещения. Но если, например, стол накрыт явство, да, много блюд, это не значит, конечно, что все надо вот такой блюде обжираться. Нет. Все равно есть какая-то эргономика, да, то есть человековместимость, брюховместимость. Во. В зале опера, я не знаю, концерт или просто разговор. Человек, например, лекцию читает. Микрофон есть. То есть нужно усиливать эффект. В большом формате больше нужно рассказывать. Но мне всегда очень сильно подмывает вот эту этюдность, эскизность перенести в большой формат. И я иногда это делаю сознательно, оставляя место для такой воздушности, пустотности. Друзья, приезжайте в Гурзуф. Я здесь проведу класс с 21 по 25 августа. Теплое море, фрукты, овощи в достатке, ну и места волшебные. Приезжайте. На Байкал, на Ольхон активно собирается группа. Не упустите этот семинар. Хотя бы раз в жизни нужно побывать художнику на этом острове и пописать красоту, поучиться. На красоте всегда интересно учиться. Писать вазу, цветы, кружку – это мы умеем. А тут волшебство природы, 7-е чудо света. Приезжайте. Я монтирую очень интересный урок для вас в горизонтальном вытянутом формате. Скоро он будет готов к выпуску. Ну, а пока анонс урока, который вышел недавно. 48-й урок в моей онлайн-школе. Букет сирени. Разные по цвету бутоны сирени на нейтральном сером фоне. При кажущейся простоте задача очень интересная и довольно сложная, потому что нам нужно научиться сравнивать тонкие отношения, нюансные, по большим пятнам. Когда глаз настроится окончательно, тогда будет все легко. И основная моя задача – вести вас к легкости в живописи, к тому, чтобы вы испытывали наслаждение, не трудности, сомнения, а наслаждение. Это достижимо. 48-й урок «Букет сирени». Не пропустите.